Как Россия построила стеклянное копье высотой в 300 метров, которое едва не разрушило весь исторический облик Санкт-Петербурга? Лахта-центр строили в условиях вечной мерзлоты, вбив в землю почти 900 свай, а шпиль башни монтировали вертолетом в условиях ураганного ветра. И это только начало истории о том, как один небоскреб расколол целый город на два непримиримых лагеря. Башня обошлась в $1,5 миллиарда, и деньги на нее дал «Газпром». Компания, которая к тому моменту контролировала треть всех мировых запасов природного газа. Проект изначально планировали построить в центре города, прямо у Охтинского мыса, в 300 метрах от Смольного собора. Именно это решение вызвало настоящую войну. Архитекторы, историки и тысячи горожан вышли на улицы, а дело дошло до судов и международных организаций. В итоге башню перенесли на берег Финского залива. Но скандал на этом не закончился, он только начинался. Решение о строительстве башни «Газпром» принял в 2006. Тогда компания объявила международный архитектурный конкурс, в котором участвовали самые известные бюро мира. Победил проект британского архитектора Тони Кэтла, закрученная стеклянная спираль, которая должна была стать самым высоким зданием в Европе. Именно эта деталь, самая высокая в Европе, стала главным аргументом в пользу строительства для чиновников и главным поводом для ярости у противника. Первоначальный бюджет проекта составлял около $600 миллионов. К моменту завершения строительства цифра выросла до $1,5 миллиардов. Разница в $900 миллионов объясняется просто. Строители столкнулись с тем, чего не ожидал никто из проектировщиков. Грунт на выбранном участке у Финского залива оказался катастрофически слабым. Плавуны, торфяники, водонасыщенные слои породы уходили вглубь на десятки метров. Чтобы добраться до твердого основания, пришлось забить 884 сваи длиной по 82 метра каждый. Только фундамент башни весит 180 тысяч тонн. Больше, чем весь металл всех мостов Санкт-Петербурга вместе взят. Бетон для фундамента заливали без остановки в течение 49 часов подряд. Это была крупнейшая непрерывная заливка бетона в истории России. 19 тысяч кубометров за двое суток. Грузовики шли колонной круглые сутки, рабочие не спали, температуру смеси контролировали датчиками в режиме реального времени. Малейший перепад мог вызвать трещины в монолите, и тогда фундамент пришлось бы демонтировать целиком. Стеклянный фасад башни – отдельная инженерная задача. Поверхность здания покрыта 16 тысячами стеклянных панелей, ни одна из которых не повторяет другую по форме. Башня закручена вокруг своей оси на 8 градусов. Именно это закручивание создает эффект живого, меняющегося облика в зависимости от угла зрения и освещения. Каждая панель изготавливалась по индивидуальному чертежу на заводе в Германии, после чего доставлялась в Петербург и монтировалась на высоте от нескольких десятков до почти 300 метров над землей. Шпиль башни устанавливали в марте 2018. Металлическая конструкция весом в 200 тонн поднималась на высоту 300 метров с помощью специального крана, установленного прямо на крыше здания. Работы шли при температуре минус 12 градусов и порывах ветра до 25 метров в секунду. Один неверный расчет, и шпиль мог качнуться и повредить уже готовый фасад. Монтаж занял несколько дней и потребовал ювелирной точности от каждого из рабочих, находившихся на высоте. Когда башня была закончена, ее высота составила 462 метра вместе со шпилем. Это действительно самое высокое здание в Европе, выше лондонского «Осколка», выше Московской башни Федерации, выше Эйфелевой башни почти на 100 метров. Но пока строители вбивали сваи и поднимали стеклянные панели, в самом городе разворачивалась совсем другая история. В 2006, когда «Газпром» объявил о строительстве башни у Охтинского мыса, в Петербурге немедленно возникла коалиция противников. В нее вошли архитекторы, историки, депутаты городского законодательного собрания и просто горожане, которые не хотели видеть небоскреб в центре города. Они называли проект кукишем Петербургу и газпромовским монстром. Петиции против строительства подписали десятки тысяч человек. Проблема была конкретной и измеримой. Охтинский мыс находится в 3 километрах от Эрмитажа и в прямой видимости от большинства исторических набережных. Башня высотой в 300 метров первоначально планировалась именно такая высота для центрального участка. Была бы видна практически из любой точки исторического центра. Петербург внесен в список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО, и организация немедленно отреагировала. В 2008-м ЮНЕСКО официально предупредила российские власти, что строительство башни в предложенном месте может привести к исключению города из списка охраняемых объектов. Это был беспрецедентный сигнал. Исключение из списка ЮНЕСКО означало бы репутационный удар для всей страны и потерю статуса, который Петербург получил в 1990-м. Городские власти оказались между двух огней. Федеральный центр и «Газпром» давили в пользу строительства, международное сообщество и собственные граждане требовали отказа от проекта. Губернатор Петербурга Валентина Матвиенко поначалу поддерживала
комментировала строительство открыто. В 2009-м она заявила, что башня станет украшением города и символом его развития. Противники проекта ответили судебными исками. Градозащитники оспаривали каждое разрешение, каждую экспертизу, каждое согласование. Суды шли годами. Часть решений была отменена, часть оставлена в силе. Юридическая битва вокруг одного здания породила сотни судебных документов. В 2010-м в ситуацию вмешался Владимир Путин. На встрече с руководством «Газпрома» он лично рекомендовал перенести строительство подальше от исторического центра. Это решение стало переломом. «Газпром» объявил о смене площадки. Башню перенесли на берег Финского залива, в район Лахта, в 12 километрах от центра города. Противники строительства восприняли это как победу, хотя и частичную. Башню не отменили, просто сдвинули. Однако перенос площадки не прекратил споры, он их только видоизменил. Теперь критики указывали на то, что башня в Лахте все равно видна с набережных исторического центра в ясную погоду. Силуэт небоскреба появляется над горизонтом при взгляде с Васильевского острова и с Петроградской стороны. Фотографы начали специально снимать кадры, где стеклянный шпиль торчит за куполами и шпилями Петровской эпохи. Эти снимки мгновенно расходились в сети и становились аргументом в бесконечной дискуссии. Параллельно разгорелся скандал вокруг Охтинского мыса как такового. Когда строители начали подготовительные работы на первоначальной площадке, археологи обнаружили под землей остатки шведской крепости 17 века и более древние слои, вплоть до неолита. Градозащитники требовали признать территорию археологическим памятником и запретить любое строительство. «Газпром» к тому моменту уже перенес проект, но судьба самого мыса оставалась предметом споров еще долгие годы. Скандал вокруг Лахта-центра стал одним из самых длительных градостроительных конфликтов в новейшей истории России. От первого объявления о конкурсе до завершения строительства прошло 12 лет. За это время сменились губернаторы, изменились законы, вышло несколько документальных фильмов о противостоянии. Город так и не пришел к единому мнению. Противники башни не ограничивались петициями и судами. В 2008-м на Марсовом поле собрался митинг, участники которого держали плакаты с перечеркнутым силуэтом небоскреба. Среди митингующих были не студенты и не случайные прохожие, архитекторы с именами, профессора университетов, бывшие городские чиновники. Люди, которые десятилетиями формировали облик города, вышли на улицу, чтобы защитить его горизонт. Движение градозащитников в Петербурге существовало и до скандала с башней, но именно этот проект превратил его из узкой профессиональной среды в массовое явление. Организация «Живой город» собирала подписи, документировала нарушения, публиковала юридические анализы разрешительной документации. Активисты дежурили на стройплощадках, фиксировали каждое нарушение регламентов на видео. Несколько человек были задержаны полицией во время акций протеста. Городское законодательное собрание раскололось. Часть депутатов открыто выступала против проекта и инициировала запросы в прокуратуру. Прокуратура проверяла законность выданных разрешений. Проверки заканчивались либо ничем, либо незначительными замечаниями, которые «Газпром» устранял в рабочем порядке. Механизм был отлажен, любое юридическое препятствие обходилось через новое согласование или поправку в городские нормативы. Именно поправки в нормативы стали отдельным полем боя. Петербург имеет строгие ограничения по высоте застройки в историческом центре. Это не выше 48 метров. Но Охтинский мыс формально находился за границей зоны жестких ограничений. Когда проект перенесли в Лахту, вопрос высотных регламентов встал заново. Для новой площадки пришлось вносить изменения в генеральный план города. Эти изменения тоже оспаривались в судах. Параллельно развернулась война в прессе. Петербургские газеты публиковали колонки с диаметрально противоположными позициями. Сторонники башни указывали на тысячи рабочих мест, налоговые поступления и международный престиж. Противники отвечали конкретными цифрами. Согласно исследованию британского консультационного агентства, туристический поток в города, нарушающие охранные регламенты ЮНЕСКО, в среднем сокращается на 12% в течение 5 лет после скандала. Для Петербурга, принимающего 8 миллионов туристов в год, это означало бы потерю сотен миллионов рублей ежегодно. Отдельную роль сыграла профессиональная сообщество архитекторов. Союз архитекторов России официально не занял единой позиции. Внутри организации мнения разделили. Часть архитекторов восхищалась техническим решением Тони Кэтла и считала башню выдающимся произведением современной архитектуры. Другие называли ее агрессивным вторжением в сложившуюся городскую среду. Дискуссия на профессиональных конференциях порой переходила в открытые столкновения. Среди противников проекта оказался Михаил Петровский, директор Эрмитажа, человек с мировым авторитетом в области культурного наследия. Его позиция была сформулирована четко. Башня рядом с историческим центром недопустимо, и никакие экономические аргументы не перевешивают ущерб для уникального городского ландшафта. Когда директор главного музея страны публично выступает против проекта федеральной корпорации, это не рядовой событие. Петровский повторял свою позицию в интервью на протяжении нескольких лет. Социологические опросы, проводившиеся в тот период, давали противоречивые результаты в зависимости от формулировки вопроса. Когда людей спрашивали, хотят ли они видеть в городе современный деловой центр,
Большинство отвечало положительно. Когда вопрос формулировался как «согласны ли вы с тем, что небоскреб испортит вид на исторический Петербург?», большинство соглашалось с этим тоже. Город был расколот не по социальным или политическим линиям, а по более сложному принципу. Люди одновременно хотели развития и боялись потерять то, что делало их город особенным. «Газпром» вошел в петербургский проект не как обычный застройщик, а как структура, способная менять правила игры в процессе. Когда городские нормативы мешали, их корректировали. Когда археологи требовали остановить работы, находилось юридическое решение, позволявшее продолжать. Когда ЮНЕСКО присылала предупреждение, российская сторона отвечала официальными письмами с заверениями, после чего стройка шла дальше. Финансовый масштаб компании делал любое сопротивление заведомо неравным. В 2012-м, когда активно шло проектирование Лахтинской площадки, годовая выручка «Газпрома» составляла около 150 миллиардов долларов. Бюджет всего Петербурга в тот же год около 8 миллиардов долларов. Корпорация, строившая башню, была богаче города, в котором она строилась примерно в 20 раз. Это неравенство проявлялось в конкретных решениях. Под строительство в Лахте потребовалось изменить транспортную инфраструктуру района. «Газпром» финансировал реконструкцию дорожной развязки. Потребовалась новая инженерная инфраструктура. Компания строила ее сама, не дожидаясь городских программ. Когда выяснилось, что ближайшая станция метро слишком далеко от башни, в планы петербургского метрополитена внесли корректировки с учетом нового делового центра. Контракты на строительство получили компании из разных стран. Генеральным подрядчиком выступил консорциум с участием турецкой строительной фирмы «Ренессанс Констракт». Стеклянные панели производились в Германии. Лифты поставляла финская компания. Башня оснащена 70 лифтами, часть из которых развивает скорость 8 метров в секунду и доставляет пассажира с первого на последний этаж меньше, чем за минуту. Системы безопасности и автоматизации здания разрабатывали специалисты из нескольких европейских стран одновременно. Российские подрядчики получили значительную часть работ по бетонированию, отделке и монтажу инженерных систем. На пике строительства на площадке одновременно работали около 4000 человек. Рабочие жили в специально построенных общежитиях рядом со стройкой. Вахтовый метод, привычный для нефтяных месторождений, применили в черте крупного города. «Газпром» выстраивал вокруг проекта собственный информационный контур. Компания регулярно публиковала отчеты о ходе строительства, организовывала пресс-туры на площадку, демонстрировала журналистам впечатляющие цифры. Высота, масса фундамента, количество стеклянных панелей, рекорды заливки бетона — каждый технический показатель подавался как достижение национального масштаба. Нарратив был выстроен четко. Россия строит лучшее в Европе. Этот нарратив работал. Федеральные телеканалы снимали репортажи о строительстве в восторженных тонах. Международные архитектурные издания публиковали материалы о технических инновациях проекта. Башня появлялась в рейтингах самых амбициозных строительных проектов планеты рядом с дубайскими небоскребами и китайскими мегастройками. Но внутри самого «Газпрома» проект тоже не был бесспорным. Ряд акционеров компании публично задавал вопрос: зачем газовой корпорации собственная штаб-квартира стоимостью в 1,5 миллиарда долларов, когда существующие офисы в Москве вполне функциональны? Официального ответа на этот вопрос не последовало. Официальная версия, которую обсуждали аналитики, была проще. Башня — это не офис, это символ. Демонстрация того, что компания, контролирующая европейский газовый рынок, может позволить себе буквально все. Когда в 2018-м шпиль башни занял свое место на высоте 300 метров, «Газпром» устроил торжественную церемонию. На мероприятие пригласили представителей городской власти, федеральных чиновников, иностранных дипломатов. Критиков на церемонию не звали. Впрочем, они к тому моменту уже переключились на следующий вопрос: что будет с городом теперь, когда башня стоит? ЮНЕСКО внесла Санкт-Петербург в список всемирного наследия в 1990. Под охрану попали не отдельные здания, а целая система. Исторический центр города, дворцово-парковые ансамбли пригородов, панорамы набережных, визуальные оси, выстроенные еще при Петре I. Именно панорамы оказались в центре конфликта. Организация охраняет не только камень и кирпич, но и то, что видит человек, стоя на берегу Невы. Первое официальное предупреждение ЮНЕСКО направило в 2008-м, сразу после того, как проект башни на Охтинском мысу стал публичным. В документе организация указала конкретно: строительство объекта такой высоты в непосредственной близости от охраняемых панорам создает угрозу выдающейся универсальной ценности объекта. Формулировка «выдающаяся универсальная ценность» — это технический термин ЮНЕСКО, потеря которого означает исключение из списка. Российская сторона ответила стандартным дипломатическим письмом: проект проходит все необходимые экспертизы, интересы сохранения наследия учитываются, диалог продолжается. После переноса башни в Лахту Россия уведомила ЮНЕСКО об изменении площадки и представила это как решение проблем. Организация приняла информацию к сведению, но не закрыла вопрос. В 2012-м Комитет всемирного наследия рассмотрел ситуацию повторно. Эксперты организации провели
провели визуальный анализ, с каких точек исторического центра будет видна башня в Лахте, насколько она войдет в охраняемые панорамы. Результаты анализа оказались неудобными для российской стороны. Башня была видна с набережной Макарова на Васильевском острове, с акватории Невы в районе Стрелки, с нескольких точек Петроградской стороны. Во всех этих местах стеклянный шпиль появлялся над историческим горизонтом. Комитет принял решение включить петербургский объект в список «Всемирное наследие под угрозой». Это промежуточный статус, не исключение из реестра, но официальная фиксация проблемы. Для России это был репутационный удар. В том же списке находились объекты, разрушенные войнами или природными катастрофами. Петербург оказался в одном ряду с памятниками, которым угрожали вооруженные конфликты. Российские официальные лица отреагировали болезненно. Министерство культуры выпустило заявление, в котором оспаривало методологию визуального анализа ЮНЕСКО. Городские власти Петербурга настаивали на том, что башня в Лахте находится за пределами буферной зоны охраняемого объекта. Технически это было правдой. Формальные границы буферной зоны не включали Лахтинскую площадку, но ЮНЕСКО оценивает не границы на бумаге, а реальное визуальное воздействие на охраняемый ландшафт. Переговоры между российской стороной и организацией шли несколько лет. Россия представляла доработанные визуализации, новые экспертные заключения, обновленные планы управления охраняемой территорией. ЮНЕСКО запрашивала дополнительные материалы, присылала собственных экспертов, формулировала новые требования. Процедура напоминала бюрократический марафон, в котором обе стороны демонстрировали готовность к диалогу, не меняя принципиальных позиций. Статус под угрозой сохранялся за петербургским объектом вплоть до завершения строительства башни. После того, как Лахта-центр был введен в эксплуатацию в 2018-м, ЮНЕСКО провела финальную оценку ситуации. Организация констатировала: башня построена, визуальное воздействие на панорамы существует, однако Россия предприняла ряд мер по ограничению дальнейшего высотного строительства в чувствительных зонах. На этом основании статус под угрозой был снят, но сопровождался требованием регулярно отчитываться о состоянии охраняемых панорам. Фактически ЮНЕСКО зафиксировало прецедент. Крупное государство с политическим весом способно построить объект, нарушающий охраняемые панорамы, и выйти из ситуации без формального исключения из реестра. Этот прецедент не остался незамеченным в профессиональном сообществе охраны наследия. Несколько международных организаций опубликовали аналитические материалы о том, насколько механизмы ЮНЕСКО способны реально противостоять решениям крупных государств. Ответ, который следовал из петербургского случая, был неутешительным. Земляные работы на Лахтинской площадке начались в 2012-м, пока судебные споры еще продолжались. Строители не ждали окончательного разрешения всех юридических вопросов. Котлован под фундамент рыли параллельно с апелляциями в городских судах. Это была намеренная тактика — создать физический факт на земле, который было бы значительно сложнее оспорить, чем бумажный проект. Котлован под башню достиг глубины 18 метров. На этой глубине строители обнаружили то, о чем геологи предупреждали заранее — слои водонасыщенного грунта, которые вели себя как жидкость при малейшей нагрузке. Чтобы удержать стенки котлована от обрушения, по его периметру установили металлические шпунты. Стальные листы, забитые вертикально в грунт и образующие временную стену. Откачка воды из котлована шла круглосуточно с помощью мощных насосов. Останови насосы на несколько часов, и котлован затопило бы полностью. Сваи забивали специальными буровыми установками, которые сверлили скважины диаметром в 2 метра на глубину 82 метра. В каждую скважину опускали армированный каркас и заливали бетон. 884 такие операции одна за другой в любую погоду. Петербургская зима с морозами и влажностью создавала дополнительные трудности. Бетон при низких температурах схватывается иначе. И технологи постоянно корректировали состав смеси. Непрерывная заливка фундаментной плиты в 2014-м стала отдельным логистическим подвигом. 19 тысяч кубометров бетона за 49 часов — это около 380 кубометров в час. Для обеспечения такого темпа на площадку одновременно въезжали и выезжали до 100 бетоновозов. Маршруты движения грузовиков спланировали заранее, чтобы исключить пробки на подъездных дорогах. Диспетчеры координировали колонну в режиме реального времени. По мере роста башни менялась и сложность работ. На высоте 100 метров ветер уже существенно влиял на точность монтажа. Стеклянные панели весом в несколько сотен килограммов раскачивались при подъеме и требовали удержания несколькими рабочими одновременно. На высоте 200 метров монтажники работали в страховочных системах, которые сами по себе весили несколько килограммов и ограничивали подвижность. Температура на открытых площадках зимой опускалась до минус 20. Закручивание башни на 8 градусов вокруг оси создавало нестандартные задачи при монтаже каждого этажа. Ни один этаж не был идентичен соседнему. Каждый был немного повернут относительно предыдущего. Это означало, что стандартные строительные шаблоны и приспособления не подходили. Под каждый уровень изготавливались индивидуальные монтажные конструкции. Инженеры шутили, что строят не одно здание, а 300 разных, поставленных друг на друга. Внутри башни параллельно со строительством несущих конструкций монтировались инженерные системы. 70 лифтовых шахт
шахт пронизывают здания от подземных этажей до технических помещений у основания шпиля. Система вентиляции рассчитана на одновременное пребывание в здании 12 тысяч человек. Резервные источники электропитания способны обеспечить работу критически важных систем в течение 72 часов без внешнего электроснабжения. Зимой 2017-го строители столкнулись с нештатной ситуацией. Один из кранов на верхних ярусах вышел из строя при морозе минус 25 градусов. Замена оборудования на такой высоте в зимних условиях заняла несколько недель и потребовала привлечения специализированной бригады промышленных альпинистов. График строительства сдвинулся, но незначительно. К тому моменту «Газпром» уже объявил дату открытия башни, и отступать от нее было нельзя. Башню сдали в эксплуатацию в конце 2018-го. 12 лет от первого конкурса до первых сотрудников, вошедших в здание через главный вход. За эти годы сменились технологии, подрядчики, площадка и частично проект. Неизменным оставалось одно — решение построить башню любой ценой. 16 тысяч стеклянных панелей — это не просто облицовка. Каждая панель является несущим элементом фасадной системы и одновременно барьером между внутренним пространством башни и внешней средой, где температура меняется от минус 30 зимой до плюс 35 летом. Разница в 65 градусов между сезонами означает, что стекло постоянно расширяется и сжимает. Крепления панелей спроектированы с учетом этого движения. Жесткая фиксация привела бы к растрескиванию стекла в течение нескольких лет. Каждая панель состоит из 3 слоев стекла с воздушными прослойками между ними. Такая конструкция обеспечивает теплоизоляцию, сопоставимую с кирпичной стеной толщиной в 20 см. Из этого отопление башни в петербургском климате потребовало бы колоссальных затрат энергии, что было бы особенно неловко для компании, торгующей энергоносителями. Внешний слой каждой панели покрыт специальным напылением, которое отражает инфракрасное излучение и снижает нагрев помещений летом. Форма панелей потребовала создания отдельной производственной линии на немецком заводе. Стандартное листовое стекло выпускается прямоугольными листами одинакового размера. Для Лахта-центра пришлось разработать технологию производства листов с индивидуальными параметрами для каждой позиции на фасаде. Компьютерная модель башни содержала точные координаты и размеры каждой из 16 тысяч панелей. Эта модель передавалась напрямую на производственное оборудование завода, исключая ручное перепрограммирование. Доставка панелей из Германии в Петербург осуществлялась морским путем через Балтийское море. Стекло упаковывалось в специальные деревянные ящики с амортизирующими прокладками. Каждая панель весила от 150 до 400 килограммов в зависимости от размера и позиции на фасаде. Корабли приходили в Петербургский порт, откуда груз перевозили на площадку. Логистика была выстроена так, чтобы панели прибывали в порядке монтажа, снизу вверх, этаж за этажом. Монтаж панелей на высоте выше 150 метров производился с помощью специальных платформ, которые двигались вдоль фасада по рельсовым направлениям. Рабочие на платформе принимали панель, поднятую краном, устанавливали ее в проектное положение и фиксировали крепежными элементами. Точность позиционирования даст не более 3 мм отклонения от проектного положения. При закручивании башни на 8 градусов даже небольшая ошибка на нижних этажах накапливалась бы и к верхним этажам давала заметное визуальное отклонение. Стеклянный шпиль башни — отдельная конструкция, не являющаяся частью фасадной системы. Это стальной каркас, облицованный стеклом высотой около 100 метров. Внутри шпиля проходят технические коммуникации, антенны, навигационные огни, система молнии защиты. Молния ударяет в башню в среднем несколько раз в год. Петербургский климат с его грозами делает это неизбежно. Система молнии защиты отводит разряды по контролируемым путям в заземляющий контур фундамента. Мойка 16 тысяч панелей, задача которой никогда не заканчивается. Башня оснащена постоянной системой технического обслуживания фасада. Специальные платформы хранятся на крыше и спускаются по направляющим для периодической мойки и осмотра стекла. Полный цикл обслуживания фасада занимает несколько месяцев. Пока одна бригада заканчивает нижние этажи, верхние уже снова требуют очистки. Это непрерывный процесс, который будет продолжаться столько, сколько стоит башня. Ночью панели превращают башню в световой объект. Система подсветки встроена в фасадную конструкцию и позволяет менять цвет и интенсивность свечения каждого сегмента независимо. В новогоднюю ночь башня воспроизводит световые шоу, видимые с расстояния в несколько десятков километров. Рыбаки на Финском заливе используют светящийся шпиль как ориентир. Это, пожалуй, единственная функция башни, против которой не возражал никто из ее противников. Башня открылась, и Петербург действительно изменил. Не так, как предсказывали сторонники, и не так, как боялись противники. Изменение оказалось более сложным и менее однозначным, чем любая из сторон была готова признать. Первое, что обнаружили горожане после открытия башни, она видна отовсюду. Не только с Васильевского острова и Петроградской стороны. Она видна с Дворцовой площади в ясный день. Она отражается в небе на закате, когда стеклянный фасад загорается оранжевым. Она торчит над горизонтом на фотографиях разведенных мостов, которые туристы делают в белые ночи. Петербург существовал 300 лет с
горизонтом, определенным куполами и шпилями Петровской эпохи. Теперь этот горизонт содержит новый элемент, который невозможно игнорировать. Фотографы зафиксировали конкретные точки, откуда изменения наиболее очевидны. С Троицкого моста башня видна прямо за Петропавловской крепостью. Два шпиля, разделенные 300 годами и принципиально разными представлениями о том, каким должен быть город. Петропавловский шпиль высотой 122 метра, который 2 века был самым высоким сооружением России, теперь выглядит скромно на фоне стеклянного соседа. Этот кадр стал символом всего конфликта и разошелся по всему миру. Туристический поток в город не сократился. Он вырос. В 2019-м Петербург принял рекордные 8,5 миллионов туристов. Часть из них приехала специально ради башни. Смотровая площадка на высоте 327 метров стала одной из самых популярных достопримечательностей города. В ясный день с нее видны Финский залив, острова Балтийского моря и весь исторический центр одновременно. Панорама, которая не существовала до 2018 года. Но одновременно с этим архитекторы зафиксировали то, чего боялись градозащитники. Башня создала прецедент. После ее открытия в городе активизировались проекты высотной застройки в других районах. Несколько девелоперов подали заявки на строительство зданий высотой от 100 до 150 метров в зонах, прилегающих к историческому центру. Аргумент звучал просто. Если можно было построить Лахта-центр, почему нельзя строить нам? Городские власти отклонили большинство заявок, но сам факт их появления показал, психологическая граница была сдвинута. Район Лахта изменился радикально. До строительства башни это был тихий портовый район на окраине города с промышленными предприятиями и малоэтажной застройкой. После открытия Лахта-центра цены на недвижимость в радиусе 3 километров от башни выросли в среднем на 30%. Несколько крупных компаний арендовали офисные помещения в башне или рядом с ней. Открылись рестораны, кофейни, торговые объекты, ориентированные на новую аудиторию. Район, который десятилетиями был городской периферией, начал превращаться в деловой кластер. Сам «Газпром» переехал в башню не полностью. Значительная часть сотрудников компании осталась в московских офисах. Петербургская штаб-квартира стала представительской. Место для переговоров, конференций, официальных мероприятий. Часть этажей сдается в аренду другим компаниям. Башня стоимостью в $1,5 миллиарда функционирует в том числе как коммерческая недвижимость. Вполне прагматичное решение для объекта такого масштаба. Охтинский мыс, с которого все началось, так и не получил однозначного статуса. Археологические исследования продолжались несколько лет после того, как «Газпром» ушел с этой площадки. Под землей были обнаружены остатки 3 исторических крепостей разных эпох. Шведской Нейеншанс 17 века, более ранней крепости Ланскрона и следов поселения эпохи неолита возрастом около 7000 лет. Градозащитники добивались создания на мысу археологического музея. В 2021 стало известно, что «Газпром» все же планирует построить на Охтинском мысу офисный комплекс, меньший по масштабу, чем башня, но достаточный, чтобы конфликт разгорелся снова. Петербург, который 300 лет формировал свой облик как город горизонталей, широких проспектов, низких набережных, неба над Невой, получил вертикаль, которую невозможно убрать. Стеклянное копье вошло в силуэт города навсегда. Вопрос о том, украсило оно этот силуэт или изуродовало его, каждый житель города отвечает сам, и единого ответа нет до сих пор. В начале этой истории был вопрос, как Россия построила стеклянное копье, которое едва не разрушило исторический облик Санкт-Петербурга. Теперь, когда башня стоит и город живет с ней уже несколько лет, ответ можно сформулировать точно. Россия построила ее силой денег, политической воли и готовности игнорировать любое сопротивление до тех пор, пока оно не становилось угрозой на уровне, который невозможно было обойти. ЮНЕСКО остановила первоначальный проект. Башню перенесли, но не отменили. Суды затягивали процесс. Стройку начали параллельно с судебными заседаниями. Архитекторы и горожане выходили на улицы. Их выслушали и продолжили работу. Лахта-центр стал самым высоким зданием Европы с результатом 462 метра. Это выше лондонского небоскреба «Осколок» на 73 метра. Выше Московской башни «Федерация» на 100 метров. Выше Эйфелевой башни на 120 метров без учета антенны. Рекорд, который «Газпром» провозгласил в самом начале как цель, был достигнут. Но за рекордом стоят цифры другого рода. 12 лет от объявления конкурса до открытия. $1,5 миллиарда против первоначальных 600 миллионов. 884 сваи глубиной 82 метра каждая. 49 часов непрерывной заливки бетона. 16 тысяч уникальных стеклянных панелей. 70 лифтов. 4000 рабочих одновременно на площадке. Это не просто здание. Это концентрация ресурсов, которую может позволить себе только государственная корпорация с доступом к крупнейшим в мире запасам природного газа. Петербург, который сопротивлялся башне, в итоге принял ее. Не потому, что изменил мнение, а потому, что физическая реальность сильнее любой дискуссии. Стеклянный шпиль теперь присутствует на открытках с видами города, на туристических картах, в путеводителях. Смотровая площадка на высоте 327 метров входит в стандартный маршрут для приезжих.
Башня стала частью города раньше, чем город успел решить, хочет ли он этого. Михаил Петровский, директор Эрмитажа, который последовательно выступал против проекта, после открытия башни сказал следующее. Он по-прежнему считает решение о строительстве ошибочным, но теперь башня существует, и с этим фактом нужно работать. Это, пожалуй, самая честная формулировка того, что произошло с Петербургом. Охтинский мыс с его 7000-летней историей и 3 крепостями под землей ждет своей судьбы. Если «Газпром» построит там офисный комплекс, конфликт вспыхнет снова с теми же аргументами, теми же участниками и, вероятно, тем же исходом. Прецедент создан. В России 21 века корпоративные интересы и государственная амбиция способны преодолеть любое сопротивление, если за ними стоят достаточные ресурсы. Финальный факт, который стоит запомнить: Лахта-центр виден с расстояния в 80 километров в ясную погоду. Это означает, что стеклянное копье, которое так долго не хотели пускать в город, в итоге стало видно дальше, чем любой другой объект в истории Петербурга. Город, построенный Петром I как окно в Европу, получил маяк, который виден из самой Европы. С финского берега Финского залива, с кораблей в открытом море, с островов Балтики. Нравится это кому-то или нет, башня уже стала новой точкой отсчета для города, который 300 лет обходился без нее.